Древняя дорога Маале-Адумим во все времена соединяла два знаменитых города – Иерусалим и Иерихон. Дорога Иерусалим-Иерихон единственная в этом районе. На многие километры и южнее, и севернее нет другого удобного подъема, соединяющего Иерихонскую долину, расположенную на 400 метров ниже уровня моря, с горным хребтом, возвышающимся на 800-900 метров в районе Иерусалима, то есть в середине перевала, который связывает северную оконечность Мертвого моря со Средиземным морем, или город Иерихон с портовым городом Яффа. Таким образом, эта дорога – одна из древнейших дорог древности. Приблизительно на середине подъема Иерихон-Иерусалим находится музей мозаик, где собраны древние мозаики со всей страны, поражающие своими цветами, точностью изображений и красотой. В кассе при входе в музей всем раздают карты с отмеченными достопримечательностями окрестностей. Это же место известно как «Колодец доброго самаритянина». Название взято из притчи, рассказанной Иисусом в Евангелии от Луки, в которой на дороге из Иерусалима в Иерихон мимо попавшего в беду путника проходит сначала священник, потом левит, и которого в конце концов подбирает самаритянин. Это звучит странно. Во времена Иисуса на дороге Маале-Адумим в сердце Иудеи не могло находиться самаритян. Их главный храм расположен на горе Гризим. Да и при перечислении коэн, священник, левит, дальше по логике вещей должен следовать Израиль, то есть простой еврей. Возможно, мы имеем дело с ошибкой древнего переводчика. Северней дороги Иерусалим-Иерихон и параллельно ей тянется живописное ущелье Вади-Кельт. Оно было границей между наделами колена Беньямина с севера и Иуды с юга. Ущелье начинается возле поселения Анатот, в котором жил когда-то пророк Йирмияу, а заканчивается выходом в Иерихонскую долину, где у правящих в Иерусалиме царей всегда были зимние резиденции. С 1994 года Иерихон по соглашению Осло был передан под контроль палестинской автономии. С тех пор даже подъезд к монастырю Сент-Джордж, который вы видите на экране, был закрыт в течение нескольких лет. Однако после строительства новой дороги недоступным оставался только последний участок – спуск от монастыря в Иерихонскую долину. Все путешествия к зимним царским дворцам были только пешие, по руслу потока Прат, вдоль древнего акведука, причем возвращаться обратно приходится по той же дороге, но только вверх. Археолог Эхуд Нецар, проводивший раскопки на месте дворцов, к сожалению, не успел при жизни увидеть, как возвращаются в эти места израильтяне. За это время первый дворец Ирода снова врос в землю и оказался полностью погребенным под арабскими плантациями и отдан на произвол коз и верблюдов. Однако дворцы находятся на израильской территории, на границе палестинской автономии. Постепенно зарастает культурным слоем второй и третий дворцы, полностью окруженные разрастающимися пригородами Иерихона. Видимо, услышав молитвы профессора Нецера, израильская армия снимает запрет на посещение дворцов, снимает с древней дороги все мешающие движению кордоны и с помощью суперсовременной техники следит за безопасностью израильтян с вершины горы Каранталь. Кстати, именно здесь, на этой горе, находилась крепость и во времена хасмонеев. Здесь был убит собственным зятем последний из 5 прославленных братьев Маковеев – Шимон. Строительство зимних дворцов в Иерихоне начинается в правлении сына Шимона, Йоханана Геркана. Дворцы были построены на месте царских земельных угодий, в центре которых находилась вилла с бассейном. Дворцы строили, их перестраивали, постепенно превращали в зимнюю резиденцию царской семьи,
Однако при всех реконструкциях дворцов бассейн остается на прежнем месте. Вероятно, в дальнейшем именно в этом бассейне был утоплен по приказу Ирода Аристабул, последний первосвященник из династии Хасмонеев, родной брат жены Ирода, Мирьям. После землетрясения 31 года до нового летоисчисления пострадавшие хасмонейские дворцы были засыпаны по приказу Ирода. На них, как на фундаменте, Ирод строит свой дворец, показывая этим, кто настоящий хозяин в стране. Третий дворец Ирода был построен по берегам реки с использованием новой технологии, которую привез с собой из Рима наследный принц Марк Агриппа, побывавший в гостях у Ирода в 15 году до нового летоисчисления. Новая технология идеально подходила для Иерихона, где под руками нет природных камней, зато есть много глины, из которой можно лепить кирпичи и ромбики. Ромбики размером 10 на 10 сантиметров укладываются один за другой, между ними заливался бетон древности, то есть перемешанные с глиной мелкие камни. Такие стены сохли несколько лет, но зато прочность такого бетона доказана веками. Третий дворец Ирода был построен с двух сторон реки. С северной стороны реки был, собственно, сам новый дворец с парадными тронными залами, с баней, шикарными лепными украшениями вдоль потолков, с прекрасной мозаикой под ногами. А с южной стороны реки был утопленный сад и искусственный пруд, где можно было устраивать соревнования на лодках. Наверх, на насыпанную конусную горку, вела шикарная лестница, которая была продолжением большого моста, построенного над руслом реки. Внутри конусной горки находились баня, а также жилые помещения. В утопленном саду в стенах чередовались круглые и прямоугольные ниши. Никаких статуй в нишах не было, по крайней мере, их не нашли. Видимо, Ирод уважал еврейскую традицию. Психически больной царь успокаивал свои нервы, глядя с моста на бушующий внизу дождевой поток, образованный на месте слияния двух речек – Прат и Нааран. Для охраны дворцов Ирод на ближайшей вершине строит крепость и называет ее в память о своей матери Кипрос. После смерти Ирода Великого ненавидящие его смутьяны уничтожают творение тирана. Зимние дворцы в Иерихоне были сожжены, его могила в Иродионе была разграблена, засыпана, забыта. Однако время сделало свое дело. Сегодня Ирода вспоминают добрым словом все израильские гиды, ведь если б не он, то что бы мы показывали туристам?